Глава 201. Боевой идиот. Когда человек в черном услышал это, его сердце наполнилось яростью. Эта женщина еле могла защитить себя, но все еще продолжала стоять на своем. «Хорошо, хорошо, хорошо». Рассмеявшись, он 3 раза проговорил «хорошо». «Тогда ты умрешь сегодня прямо здесь». Сказав это, он взмахнул огромным серебряным мечом, который засиял ослепительно ярким светом. Затем неумолимое давление безжалостно ударило в лоб молодой женщины. Когда молодая женщина увидела это, стиснув зубы, она поспешно скомандовала своему шелковому платку, и он тут же увеличился в размере, чтобы заблокировать атаку. Это была последняя атака для этого платка. Высокоранговый магический инструмент был полностью израсходован и разрезан на множество кусочков серебряным мечом со всей силы. Управляемый человеком, серебряный меч продолжал сверкать и атаковать горько улыбающуюся молодую женщину. Серебряный меч со звуком «дзынь» был блокирован в 10 метрах от лба молодой женщины золотым летающим кинжалом, который прилетел со стороны. Затем он словно начал танцевать в воздухе, не позволяя мечу приблизиться к лбу ни на дюйм. «Кто здесь? Убирайся!» Человек в черном изменился в лице, сделав жест, чтобы вернуть серебряный меч. Затем его глаза молнией метнулись в сторону и цепко уставились на огромный валун. Он ясно видел, что золотой кинжал вылетел оттуда. Хе-хе. Погода сегодня довольно хорошая. Почему все должны сражаться и убивать друг друга? Было бы гораздо лучше, если бы мы просто спокойно побеседовали. Из-за валуна выскочила фигура в желтой одежде. Этот человек почесал голову, а затем, взглянув в небо, наигранно засмеялся. Однако лицо этого юноши выглядело наполненным беспомощностью. У Хань Ли не было другого выбора, кроме как прийти на помощь этой девушке в зеленой одежде. Хань Ли мог только безмолвно смотреть в небо. Он действительно сделал необдуманный ход, когда увидел мрачное лицо этой девушки. Он сам нарушил свое собственное правило — всегда оставаться в безопасности. Из-за этого он попал в неприятную ситуацию. Воистину, от красивых всегда одни проблемы, тем не менее, Хань Ли знал, что сделал это главным образом потому, что впечатление, которое женщина произвела на него, оставило слишком глубокий след в его сердце. Поэтому он не мог оставаться равнодушным, глядя на эту сцену. Казалось, что его сердце совсем не чёрствое, что он действительно не был злобным, беспощадным и амбициозным человеком, который не признавал свою семью. Хань Ли горько рассмеялся и позволил своему воображению застыть на мгновение. Однако он уже ввязался в это дело и мог только укрепить свой боевой дух и смириться. К счастью, после того, как Хань Ли побывал в сражениях с женщиной со многими сокровищами и Фэнь Юэ, у него появилось немного больше уверенности в борьбе с этими элитными учениками. Таким образом, он больше не паниковал в глубине своего сердца, а только втайне вытащил из своей сумки несколько вещей. «Это ты?» Одетая в зеленую одежду молодая женщина наконец-то четко увидела лицо Хань Ли и не могла не воскликнуть от удивления. Однако на лице у нее было недоверие. Увидев, что молодая женщина узнала, кто ее спаситель, и выглядела совершенно ошеломленной, у Хань Ли приподнялось настроение, и ему даже показалось, что это немного смешно, однако он не смел показать ей эту усмешку, а только слегка кивнул ей и повернулся к своему противнику, ну так что брат думает насчет моего предложения. Было бы лучше, если бы высокоуважаемый брат позволил этой женщине уйти, а затем вы сможете продолжить свой сокрытый путь солнца, в то время как мы сможем отправиться по нашему одинокому деревянному мосту. Каждый сможет заниматься своими делами, и, следовательно, мир не будет нарушен. Хань Ли продолжал держаться за мысль, что он сможет избежать конфликта, поэтому повторил эту речь снова. Кроме того, начало ожесточенной битвы с экспертом без причины, возможно, могло также заставить его принять меры для сохранения своей жизни. Ведь вступать в эту битву действительно не было бы разумным решением, но Хань Ли не ожидал, что человек перед ним не станет обращать внимание на его слова, а вместо этого будет с большим интересом разглядывать его золотой клинок. Казалось, что он интересовал его гораздо больше, чем сам Хань Ли. Эти действия со стороны противника заставили Хань Ли почувствовать раздражение. Однако он стерпел досаду в глубине своего сердца и собирался что-то сказать, когда вдруг тот мужчина раскрыл рот. «Золотой клинок в вашей руке — часть того же набора, что и висящее в воздухе, верно? Поскольку он может блокировать атаку моего серебряного меча без собственных повреждений, очевидно, что это магический инструмент высшего класса. Я прав?» Человек из секты гигантского меча небрежно проговорил, задавая свой вопрос с ярким блеском в глазах. Его напор внезапно увеличился чрезвычайно шокирующим образом. Хань Ли несколько раз моргнул и несколько смутился. Он не знал, каковы намерения противника. Тем не менее, он продолжал бездумно отвечать ему: «Вы правы, это действительно высокоранговый магический инструмент.
Более того, достаточно. Знать это мне достаточно. Вы можете атаковать. Если вы сможете победить меня, я не только пощажу эту женщину, но даже духовные растения внутри каменной комнаты будут принадлежать вам. Этот человек даже не стал дожидаться, пока Хань Ли договорит, а бесцеремонно перебил его. Лицо его было наполнено фанатизмом, и он произнес те слова, которые заставили Хань Ли впасть в ступор. Этот человек на самом деле был боевым идиотом в мире культиваторов. В этот самый момент Хань Ли осознал это и вдруг почувствовал себя настолько беспомощным, что был не в состоянии произнести ни слова. В атаку! Большой человек не стал дожидаться ответа Хань Ли и даже не стал покрывать себя барьером, вместо этого немедленно направил серебряный меч от молодой женщины к Хань Ли. Узнав, как обстоят дела с противником, Хань Ли понял, что разговаривать с ним бесполезно. Таким образом, он тут же встряхнул главный кинжал в руке, а остальные 7 кинжалов вылетели из его сумки. 7 полосок золотого света со скоростью молнии метнулись к огромному серебряному мечу, чтобы заблокировать его атаку. Однако Хань Ли также не стал доставать защитный талисман, чтобы увеличить свой уровень защиты. Причина, по которой он не стал этого делать, заключалась в том, что, увидев, как серебряный меч легко пронзил шелковый платок молодой женщины, Хань Ли понял, что сила этого серебряного меча была действительно шокирующей. Он мог разрушать защитные барьеры с одного удара, и ни один человек не смог бы противостоять даже одной его атаке. Таким образом, он мог полагаться на непредсказуемость его техники движения, чтобы справиться с атаками противника. Пока Хань Ли размышлял об этом, только один золотой кинжал продолжал охранять женщину, в то время как остальные уже сражались с огромным серебряным мечом. Их бой напоминал сражение 7 золотых змей с огромным серебряным питоном. Ни у одного оружия, казалось, не было слабых мест. Глава 202. Тишина. Когда Хань Ли приказал 7 дочерним кинжалам перехватить серебряный меч, он сразу же почувствовал всю силу своего противника. Используя только огромный серебряный меч, его противник смог притеснить все его золотые кинжалы. 7 золотых кинжалов образовали защитную золотую сетку. Под тираническим давлением огромного серебряного меча золотые кинжалы были полностью разбиты и не смогли подавить его ни в малейшей степени. Вместо этого сияние золотых кинжалов быстро слабело под ударами серебряного меча. Это ясно говорило о том, что они разрушались. Казалось, это был вопрос времени, прежде чем они будут уничтожены точно так же, как носовой платок молодой женщины. Однако Хань Ли еще никогда не сталкивался с силой серебряного меча и был удивлен. Если сравнивать с мощью его золотых кинжалов, то они были всего лишь мусором среди высокоранговых магических инструментов. Естественно, у этого инструмента не было ни единого шанса против гигантского серебряного меча, так что Хань Ли не стал лишний раз суетиться. В результате Хань Ли приказал 2 кинжалам метнуться в сторону противника, чтобы проверить его защитные техники. Кроме того, он хотел убедиться, что он мог использовать эту возможность. В конце концов, если бы ему удалось его убить таким образом, не было бы необходимости использовать другие магические инструменты. 2 золотых кинжала, которыми управлял Хань Ли, уже собирались развернуться к противнику, как внезапно его огромный меч превратился в огромный серебряный диск и высвободил из середины какую-то силу, что мгновенно заставило золотые кинжалы остановиться без малейшего движения, словно они весили несколько тысяч килограммов. Естественно, что эти 2 золотых кинжала не могли двигаться и увернуться. Наблюдая за разворачивающейся сценой, Хань Ли был ошеломлен. Очнувшись, он торопливо взглянул на своего противника. Как и ожидалось, он использовал странную магическую технику. Его руки словно танцевали вместе с ветром, рисуя круги в воздухе. Хань Ли, не раздумывая ни на секунду, быстро потянулся к своей сумке. Оттуда мгновенно вылетели летающий синий кинжал и золотая чаша благословения. Эти 2 предмета сразу же направились к его противнику. Хотя руки его противника из секты гигантского меча были не свободны, действия Хань Ли были очевидны. Он усмехнулся на мгновение. Затем он внезапно изменил жесты заклинания, которые создавали его руки, и направил их на летающий кинжал и чашу милосердия. Хань Ли сразу же почувствовал результат его действий. Он потерял связь с 2 магическими инструментами, которые изначально были под его контролем. Вжух-вжух. 2 магических инструмента на самом деле пролетели около 20 метров, и их затянуло в серебряный вихрь огромного меча. Пиу-пиу. Как только 2 высокоранговых магических инструмента попали в вихрь серебряного меча, они разлетелись на осколки, словно фейерверк. Это было довольно красивое зрелище, похожее на метеорный поток. Губы Хань Ли пересохли от волнения. Он абсолютно не ожидал, что культивация противника и серебряный меч будут настолько невообразимыми.
Помимо того, что его золотые кинжалы оказались в ловушке, два его высокоранговых магических инструмента были просто уничтожены. Это действительно вызвало у него большие опасения. Внезапно раздался взрыв, который напугал Ханли. Его лицо мгновенно побледнело, когда он взглянул на источник звука. Как и ожидалось, 7 его золотых кинжалов разразились дождем из искр, вылетев из середины серебряного вихря. Под контролем этого человека серебряный вихрь действительно начал поглощать и разрушать золотые кинжалы. Когда только он начал уничтожать высокоранговые магические инструменты, Ханли уже запаниковал. Но теперь, когда золотые кинжалы начали исчезать, Ханли действительно почувствовал сильную боль. Это были магические инструменты высшего класса. Более того, поскольку они были дополняющим набором, каждая потеря значительно уменьшала его мощь. Чувствуя сильную душевную боль, Ханли перестал сомневаться и щелкнул правой рукой, чтобы вынуть маленькое зеркало, которое он забрал у женщины с многими сокровищами. Ханли поспешно наполнил зеркало духовной силой, а затем поднял его в небо. В результате оттуда сразу же появился сверкающий голубой туман. Туман немедленно превратил огромный вихрь серебряного меча в его первоначальный вид. Затем этот туман захватил серебряный меч и оставшиеся золотые кинжалы, заставив их неподвижно повиснуть в воздухе. Самодовольное выражение мужчины из секты гигантского меча сразу же исчезло, как только он увидел маленькое зеркало Ханли. Побледнев, он громко вскрикнул: «Лазурное зеркало статического равновесия! Откуда у вас этот предмет? Разве этот защитный инструмент не принадлежит Шуанцзя из секты маскирующейся луны? Неужели вы убили ее?» Затем он недоверчиво взглянул на Ханли, словно тот совершил какой-то поступок, что нарушил естественное положение дел. Это заставило Ханли почувствовать некоторое волнение. Судя по тому тону, с которым проговорил его противник, казалось, что этот высокоранговый магический инструмент способен причинить ему массу неприятностей. Ханли решил приостановить свою технику, желая услышать, что скажет его противник. Что это значит? Я не убивал ее, я получил эти инструменты от того, кто убил ее. Это был человек по имени Фэнь Юэ. Разве в этом есть что-то странное? Ханли нахмурил брови, говоря с раздраженным выражением лица. Хе-хе, неужели вашим словам поверит боевой предок секты маскирующейся луны? Какова вероятность, что эксперт стадии формирования ядра или старейшина секты маскирующейся луны станут слушать такое ничтожество, как вы? Человек из секты гигантского меча проговорил это с насмешкой. Сердце Ханли буквально ушло в пятки. Хотя он и говорил правду, ему бы все равно никто не поверил. У него не было ни малейшего способа оправдать себя. Напротив, у него был магический инструмент той женщины. Как бы то ни было, старейшина секты маскирующейся луны не позволил бы убийце остаться безнаказанным. Это становится большой проблемой. Подумав о том, что эксперт стадии формирования ядра может убить его, во рту Ханли стало не только горько и сухо, казалось, он был готов плеваться кровью. Думая об этом, он решил, что с ним обращаются крайне несправедливо. Мало того, что он не убивал ее, он убил Фэнь Юэ. Так что это даже можно было считать местью за нее. Но в глазах эксперта ядра у него не было ни единого шанса доказать свою невиновность. В конце концов, в глазах эксперта стадии формирования ядра он был всего лишь муравей, которого можно было раздавить пальцами. Скорее всего, старейшины из долины Желтого Клена также бы не решились заступиться за него, оскорбив тем самым старейшину секты маскирующейся луны. Чем больше об этом думал Ханли, тем больше он чувствовал, что его будущее в большой опасности. Возможно, что после того, как он покинет запрещенную зону, ему придется постоянно скрываться и жить в другой стране. Ханли действительно не хотел идти по этому пути. Его противник, видя мрачное выражение лица Ханли, рассмеялся от души, радуясь его несчастью. В то время, как ученик из секты гигантского меча смеялся все громче, выражение лица Ханли становилось все мрачнее. Со стороны внезапно раздался робкий голос. «Давайте держать это в тайне и не рассказывать никому». «Верно». Девушка в зеленой одежде, которая внимательно слушала их разговор, внезапно заговорила. «Сохранить в тайне». Ханли и его противник были поражены, не в силах сдержать свои эмоции. Затем они переглянулись друг с другом со странным выражением и внезапно замолчали. Слова, сказанные этой молодой женщиной, сбили их с толку. Их зрачки расширились от удивления, но они не решались заговорить. Пока Ханли молчал, он осторожно завел руки за спину и стал медленно прохаживаться. Между тем его противник пристально следил за каждым движением Ханли с чрезвычайно торжественным видом. В этом безмолвии, из-за которого сердцебиение мужчины начало биться быстрее, спустя время, которое бы потребовалось, чтобы выпить чашку чая, мужчина в черном с торжественным выражением лица заговорил, нарушив молчание. «Я действительно не думал об этом.
Нам об этом действительно напомнила молодая девушка. Очевидно, что фраза «пока актеры были смущены, зритель все ясно видел» действительно говорит об этом. Только что вы намеревались убить меня, чтобы заставить замолчать. Вы не ошиблись. Если бы был иной путь, у меня определенно не хватило бы духа убить вас. Ваша техника просто изумительна. Я на самом деле в восхищении. Выдохнул Хань Ли, остановившись недалеко от своего противника. Кажется, даже я поклянусь вам, это не убедит вас. Спустя мгновение мужчина проговорил, глядя на Хань Ли сияющим взглядом. Вы не ошиблись. Я верю только в то, что мертвые люди могут хранить секреты. Выражение лица Хань Ли стало совсем мрачным, когда он ответил ему ошеломляющим тоном. Хорошо, раз это так, то нет смысла бросать слова на ветер. Только один из нас уйдет отсюда живым. Мужественно сказал мужчина в черном, слегка приподняв брови. Только один из нас выживет. Неверно. Следует сказать, что ваша смерть неизбежна. Услышав слова своего противника, Хань Ли странно улыбнулся и проговорил это, слегка покачав головой. Что за бред? Вы верите в это, даже несмотря на то, что вы в ловушке моего серебряного меча. У меня есть много техник, которые вам еще предстоит испытать на себе. Человек в черном пришел в ярость, услышав слова Хань Ли, и тот тут же закричал в ответ. Взмахнув рукой, серебряный свет заискрился у него из руки. В воздухе неожиданно появился меч, похожий на его серебряный меч. Разве вы не заметили, но расстояние между нами уже достигло 30 метров. Хань Ли странно посмотрел на своего противника и вздохнул. Затем его фигура словно растворилась в воздухе. Пока я нахожусь в пределах 30 метров от кого-либо, и никакая техника защиты не используется, это я решаю, будет человек жить или умрет. Голос Хань Ли прозвучал эхом. Внезапно он появился, прижавшись к ученику из секты гигантского меча, охваченному страхом. Последнее, что услышал его противник, было: «А теперь встречайте свою смерть». Тихонько пробормотав это, Хань Ли медленно вытащил серебряную нить. Мужчина неподвижно смотрел вперед с безжизненным выражением лица. На его шее вдруг появилась тонкая красная линия. Спустя мгновение его голова медленно сползла с его шеи. Хань Ли повернулся и посмотрел на разделенный труп. На лице его промелькнула жалость. Этот человек был так же силен, как Фэнь Юэ. Но он был чертовски неосторожен и фактически позволил Хань Ли приблизиться к себе слишком близко. Его смерть довольно несправедлива. Меня вы тоже хотите убить и заставить замолчать. До Хань Ли внезапно донеслись эти еле различимые слова, наполненные подозрительной бдительностью и беспокойным страхом. Глава 203. Техника беззаботной иглы и гранулы забвения. Хань Ли горько рассмеялся. Хотя он и избавился от ученика из секты гигантского меча, у него все еще оставалась одна огромная проблема: тонкое и хрупкое тело молодой девушки в зеленой одежде, ее мертвенно, бледное, худое лицо и паника в ее глазах отчетливо отразились в глазах Хань Ли, когда он взглянул на нее. Казалось, что она была в ужасе. Он не ответил на заданный ей вопрос, вместо этого он наклонился и подобрал сумку своего противника. Он щелкнул пальцами, и с кончиков его пальцев появился огненный шар, который мгновенно сжег тело его мертвого противника дотла. Затем, использовав зеркало статического равновесия, он высвободил огромный меч и золотые лезвия и убрал их в свою сумку. Только после этого Хань Ли повернулся и со спокойным выражением лица направился к молодой женщине. При виде того, что Хань Ли действительно приближался к ней, ее и без того бледное лицо стало еще бледнее, как будто в ней совсем не было крови. Она не могла не испугаться сильнее и непроизвольно отступила на несколько шагов назад. «Что вы собираетесь со мной сделать? Если вы приблизитесь ко мне еще на шаг, я не ручаюсь за себя». Девушка в зеленой одежде собрала в кулак все свое мужество и потянула руку в свою сумку, вынув оттуда маленький меч, а затем направила его на Хань Ли. Однако Хань Ли с первого взгляда понял, что этот меч был магическим оружием среднего уровня. Казалось, что тот желтый шелковый платок был ее единственным достойным инструментом. Разве так барышне следует обращаться со своим великодушным спасителем? Хань Ли потер нос и спросил, улыбаясь. «Великодушный спаситель». Молодая женщина внезапно уставилась на него, несколько смущенная таким резким изменением Хань Ли. Казалось, он не верила происходящему. «Кажется, у вас действительно очень короткая память. Я ведь спас вас от этого человека, с какой стати мне пытаться убить вас, чтобы заставить замолчать?» Сказав это, Хань Ли не знал, смеяться ему или плакать. «Ох, мне очень жаль, я так испугалась, что совсем забыла».
Молодая женщина внезапно очнулась и, вспомнив об этом, поспешила объясниться. Ее лицо покраснело, а она заикалась от растерянности. Любой, кто бы увидел это, был бы преисполнен жалости к ней. Ничего страшного. Однако, это немыслимо, что мы на самом деле встретились здесь, после того, как случайно увиделись в Большой Южной долине. Ханли взмахнул рукой и заговорил очень душевно. Ханли не знал, почему всякий раз, когда он встречался с этой смущенной девушкой, он чувствовал с ней какую-то близость, как будто он был со своей младшей сестренкой. «Меня зовут Ханли. Как мне называть вас?» Ханли осторожно спросил девушку. «Меня зовут Хань Юньчжи», — ответила девушка, поколебавшись немного. Ее лицо снова покраснело. Она чувствовала себя очень застенчивой, когда произносила свое имя этому молодому человеку. Хань Юньчжи. Какое красивое имя, и очень подходит юной леди. Ханли слегка засмеялся, повторив имя девушки. Действительно. Лицо Хань Юньчжи снова налилось краской. Однако, почему такая юная леди Хань покинула гору духовного зверя и отправилась на испытание кровью и огнем? С любопытством спросил Ханли. Эта Хань Юньчжи была слегка озадачена. Она помялась и решила не отвечать ничего. Хе-хе. Хорошо, раз вам трудно говорить об этом, то можете не говорить. Я спросил это, не подумав. Ханли не стал настаивать на ответе, Хань Юньчжи была очень благодарна ему за это. Верно. Нам лучше пойти скорее в каменную комнату и собрать духовные растения, пока сюда не пришли другие люди. Ханли вдруг сказал это, небрежно беседуя с молодой женщиной. Хань Юньчжи кивнула ему в ответ, услышав это, а затем смущенно проговорила: «Старший брат Хань, не могли бы вы отдать мне эти свирепые солнечные цветы? Мне больше ничего не нужно. Пожалуйста. Я больше ничего не прошу. Нет проблем. Даже если бы юная леди и не сказала мне этого, я сам собирался поступить так же». Услышав это, Ханли слегка рассмеялся. «Огромное спасибо, большой брат Хань». Когда молодая девушка услышала это, она сразу же выразила ему свою благодарность. На ее лице засияла радость. В этом случае, почему бы юной леди не пойти первой и не собрать духовные растения, чтобы я случайно не собрал их, спокойно ответил Ханли. Хорошо. Услышав это, она согласилась, что это было довольно разумно. Она опустила голову как дань уважения Ханли, затем она повернулась и направилась к каменной комнате. Но как только она повернулась, она услышала вздох Ханли. Затем она внезапно почувствовала острую боль в затылке, и в глазах у нее потемнело. Она вот-вот должна была упасть на землю от потери сознания. Однако, в нескольких футах от земли, казалось, что ее падение остановили, приобняв сзади. Оказалось, что Ханли воспользовался моментом, когда девушка отвернулась, чтобы отключить ее. Затем он поймал ее, сберегая от падения на землю. Ханли, удерживая приятные извилины женского тела, чувствовал ее приятный запах. Ее красота действительно потрясла его воображение. Он не смог устоять и поцеловал ароматную щеку этой девушки. Однако, чтобы вернуться в чувство, он слегка прикусил себе язык. Глядя на эту прекрасную девушку, он горько засмеялся. Осторожно прислонив девушку к стене каменной комнаты, он вошел в комнату. Собрав все духовные растения, он поспешил покинуть комнату. Затем он снова поднял девушку, и его фигура слегка покачнулась, прежде чем он исчез в направлении скалистых гор. Внутри природной каменной пещеры, недалеко от кольцевидной горы, Ханли положил молодую женщину на землю. Затем он сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Наконец, Ханли открыл глаза. В них мелькал таинственный свет, и он мог продемонстрировать невероятно быструю технику движения. Он действительно полностью восстановил свою энергию. Затем он достал из своей сумки серебряную коробочку размером с ладонь. Казалось, Ханли смотрел на эту серебряную коробочку с неподдельным восторгом. Спустя какое-то время он молча открыл эту коробочку, обнаружив внутри серебряные иглы, выложенные аккуратно в ряд. Это на самом деле были иглы для акупунктуры, которые он часто использовал ранее в секте Семи Тайн. Ханли осторожно погладил своей рукой все иглы разных размеров. Фигуры доктора Мо, Ли Фэю и других начали мелькать в его памяти. Казалось, что его жизнь в долине Рука Бога была чем-то, что произошло только вчера. Он вздохнул с глубокой печалью. После небольшого ментального путешествия мысли Ханли вернулись в порядок. Он успокоился, а затем двумя пальцами ловко вытащил длинную серебряную иглу. Игла была у него между пальцев. Ханли посмотрел на иглу, затем на молодую женщину. На его лице можно было прочесть беспомощность.
«Юная леди, мне действительно очень жаль, но я вынужден использовать эту технику игл, что устранить кратковременную память. Если бы не эта техника, то я не знаю, как бы я смог сохранить мою тайну. Хотя я и считаю, что вы бы всеми силами старались сохранить мою тайну, но никто не знает, что может произойти. Возможно, вы бы случайно проговорились или бы вам пришлось ее раскрыть под воздействием секретных техник. В любом случае, у меня нет выбора, кроме как защитить себя таким образом», — пробормотал Ханли. Сразу же за этим он достал красную фарфоровую бутылку и вынул из нее огненно-красную лекарственную таблетку с сильным запахом, а затем положил ее в рот молодой девушке. «К счастью, что я взял с собой гранулу забвения. Таким образом, я могу абсолютно точно использовать технику беззаботной иглы, не беспокоясь ни о чем. Хотя это по-прежнему немного опасно, но все же больше не должно возникнуть проблем. Вы забудете только то, что произошло в первой половине дня. Я действительно не ожидал, что техника игл, которой меня обучил доктор Мо, может мне пригодиться в мире культивации», — с заботой сказал Ханли, прикоснувшись к волосам молодой женщины. Спустя несколько часов он вышел из пещеры с бледным лицом. Он поспешно скрылся в соседнем большом дереве и стал внимательно наблюдать за входом в пещеру. Через четверть часа Хань Юнчжи вышла с пустым выражением лица, держа в руках несколько свирепых солнечных цветов. Она несколько раз взглянула на вход в пещеру. В глазах у нее можно было прочесть удивление. Внезапно ей показалось, что она вспомнила что-то важное. Она поспешно положила цветы в свою сумку и покинула это место. Вскоре после того, как она ушла, Ханли спрыгнул с дерева. Посмотрев в том направлении, куда направилась женщина, он тяжело вздохнул и затем медленно направился в густой лес с другой стороны. Третий день в запрещенной зоне подходил к концу. Четвертый день настал более плавно, чем предыдущий. Хотя он и не столкнулся ни с какими сильными демоническими животными, но информация, которой он обладал, была ошибочной. Места, в которых должны были расти духовные растения, на самом деле не содержали того, что ему было нужно. Между тем, сила демонических зверей, которые охраняли духовные растения, постепенно возрастала. Всего за полдня Ханли пришлось убить 3 зверей среднего и 2 зверей высокого уровня. Независимо от того, использовал Ханли свою магическую или физическую силу, он больше не мог выносить это напряжение. Сейчас Ханли стоял перед огромным утесом, оценивая свой урожай. Хотя он и не достиг своей цели в количестве духовных растений, в принципе, их было достаточно. Но если бы ему пришлось покинуть запрещенную зону прямо сейчас, он не смог бы с этим смириться. Кроме того, информация, полученная от экспертов долины Желтого Клена, указывала на то, что больше не было мест, где произрастали еще не созревшие растения. Все остальные места были из того источника, который он получил от Чжун Юэ. Их еще было несколько, однако Ханли не доверял чужому разуму и решил не тратить понапрасну свое время. Прочтя снова свою информацию, полученную извне, он обнаружил, что все-таки еще осталось одно место, где должны произрастать еще не созревшие духовные растения в большом количестве. К тому же, оно было совсем недалеко от его нынешнего местоположения, но кроме несозревших духовных растений, в том месте были и созревшие. Это было немного соблазнительно для Ханли. Согласно его предположениям, если эти зрелые духовные растения еще не собрал Чжун Юэ, то, скорее всего, их собрал кто-то другой. Однако, несозревшие духовные растения все еще должны быть там, поскольку у него было еще достаточно времени и не было определенного места, куда бы он собирался пойти, он решил, что неплохо бы завернуть туда и разведать обстановку. Даже если бы информация оказалась неверной, он бы не понес никаких потерь. Придя к этому решению, он не мог больше сидеть на месте и отправился в путь. Глава 204. Каменный храм и подземный проход. Место, куда Ханли собирался отправиться, было расположено в пределах бассейна Кольцевидной горы. Оно было окружено огромными, причудливыми скалами. Площадь посреди этого бассейна была огромным древним храмом лазурного цвета. Однако дверь в храм была настолько узкой, что в нее могли протиснуться не более 2 людей, бок о бок. Глядя на это с вершины холма, Ханли почувствовал какой-то диссонанс. Ханли нахмурился и спрыгнул с вершины холма, а затем неторопливо направился к двери храма, подняв голову, чтобы взглянуть на этот каменный храм. Когда он взглянул на него, его подозрения стали еще более очевидными. Он не знал, было ли это иллюзией, но ему казалось, что на поверхности этого каменного храма иногда появлялся бледно-лазурный отблеск. Но присмотревшись повнимательнее, он уже не мог его различить. Взглянув еще раз, он начал тихо шептать про себя.
Неужели какие-то люди действительно установили здесь какую-то магическую технику? Хань Ли опустил голову, оглядывая землю под ногами, но он не обнаружил на земле никаких следов, даже прищурившись. Здесь определенно что-то странное. Хотя этот бассейн находится в отдалении, другие люди все равно легко могли найти его. Более того, информацию о местонахождении этого храма я получил от Фэнь Юэ. Естественно, что он сам мог побывать в этом месте еще до меня. Через мгновение в голове Хань Ли пронеслось множество разных вариантов развития событий. Но он подсознательно чувствовал, что что-то не так. Однако он не хотел покидать это место. Он отступил на несколько шагов назад, шаря в своей сумке. В его руке появился золотой кинжал, и он тут же подбросил его в воздух. Кинжал превратился в золотую полоску, которая яростно врезалась в случайный камень поверх двери храма. Лазурный камень остался цел и невредим, в то время как золотой клинок несколько раз перевернулся в воздухе и отскочил на несколько метров назад. Хань Ли покачал головой и повернулся, собираясь покинуть это место. Моя главная цель — избегать бессмысленного риска и вернуться из запрещенной зоны живым. Это каменный храм слишком странный, так что будет лучше, если я в него не пойду, подумал Хань Ли со спокойным выражением лица. Но как только Хань Ли отступил на 2 шага назад, цвет его лица резко изменился. Его фигура мгновенно растаяла, и он стремительно скрылся. Затем его фигура снова появилась у двери внутрь храма и тут же исчезла в каменном храме. В это время среди скал этого горного бассейна появились ученики из секты маскирующейся луны. Их лидером была та самая женщина, похожая на фею. Эта женщина подозрительно взглянула на дверь храма, в которой исчез Хань Ли. Она чувствовала, что здесь кто-то есть, хотя в поле ее зрения не было никого. Неужели ее инстинкты ошибались, а она остановилась, не желая в это верить? Закрыв глаза, она высвободила свое ментальное чутье. В итоге, кроме группы своих людей, она не обнаружила больше ничьего присутствия. Однако, как только ее ментальное чутье приблизилось к каменному храму, его словно оттолкнули какой-то странной силой. Это повергло ее в шок. Однако она сразу рассмеялась. С одного взгляда она обнаружила, что храм обладал какой-то ограничительной техникой, которую на нее кто-то наложил. Это ничуть не удивило ее. Поскольку около 10 из тех зверей, что они уничтожили, обладали такой техникой, это не было большой проблемой. Однако эта ограничительная техника отличалась от тех, с какими она сталкивалась ранее, сквозь нее не могло проникнуть ее ментальное чутье. Она впервые столкнулась с такой ситуацией, на несколько секунд девушка засомневалась, стоит ли вообще ввязываться в это дело. Она верила в то, что даже если поблизости и находились ученики из других сект, вряд ли бы они решились вступить в бой с таким количеством учеников из секты маскирующейся луны. Таким образом, она все-таки решилась идти в каменный храм. Хань Ли тем временем уже был внутри каменного храма. Ему казалось, что он бегает по кругу, он собирался уходить. Но сначала он высвободил свое ментальное чутье, чтобы проверить обстановку и подготовиться к уходу. Однако он никак не ожидал, что обнаружит своим чутьем огромную группу культиваторов рядом с собой. Он был настолько удивлен, что, казалось, кровь застыла в его теле, поэтому он без промедления метнулся вглубь каменного храма. Независимо от того, какой из 6 сект принадлежали эти люди, если бы они обнаружили его здесь, нетрудно было бы догадаться о его дальнейшей судьбе. На самом деле, если бы не огромные затраты энергии, которые он потратил за последние 2 дня, он легко мог ускользнуть от них с помощью своей техники движения. Но, к сожалению, в своем нынешнем состоянии он уже не мог использовать этот вид техники движения. Даже если бы он решился сбежать, он бы не смог уйти от них слишком далеко. Сейчас самым безопасным вариантом было прятаться внутри каменного храма. Поскольку он был заблокирован этими культиваторами снаружи, у него не было возможности скрыться. Внутри каменный храм выглядел очень просто. Войдя в дверь, он сразу же попал в извилистый коридор, а затем у него перед глазами появилась просторная комната. Внутри этого просторного коридора не было ни единого места, где бы он мог спрятаться. Судя по расположению людей снаружи, они определенно пришли в этот храм. Хань Ли всем сердцем желал, чтобы эти люди не стали входить в него, хотя на самом деле нельзя было сказать, что в храме негде было спрятаться. Перед глазами Хань Ли простирался темный тоннель, который был окружен нефритовыми перилами. У входа в тоннель была нефритовая лестница, оттуда тянуло теплым, влажным воздухом. Было действительно трудно представить, куда вел этот тоннель. Однако нетрудно было догадаться, что место, куда он на самом деле вел, было приятным местом. Определенно, оно было полно неожиданностей и неприятностей, вот почему Хань Ли не решался идти туда. Но больше ему было негде спрятаться в этом храме. Из-за этих мыслей у него на лбу выступил холодный пот, и он тяжело вдохнул.
На этот раз у входа в храм раздались звуки шагов. Казалось, что группа культиваторов уже намеревалась войти внутрь храма. Подумав об этом, Хань Ли еще раз горько вздохнул. Затем он, стиснув зубы, скользнул в этот тоннель. Внутри тоннеля было очень темно. Хань Ли пришлось достать лунный камень из своей сумки, чтобы хоть как-то осветить себе дорогу. Нельзя сказать, что тоннель был просторным. Даже один человек с трудом мог передвигаться внутри него. Хань Ли случайно коснулся стены из голубого камня, а она оказалась влажной и скользкой. Ни на секунду он не смел задерживаться в этом тоннеле, так как чувствовал, что люди вот-вот догонят его. Таким образом, он стал постепенно спускаться вниз. Спустя несколько ступенек вниз изначально узкий тоннель стал немного расширяться. Тем по нему уже двое человек могли спокойно идти бок о бок. Однако влажный воздух становился все более горячим, из-за этого Хань Ли начал сильно потеть. Он буквально промок от пота с ног до головы. Спустившись примерно на несколько сотен ступеней от поверхности земли, тоннель закончился. Когда Хань Ли вышел из тоннеля, пред ним предстал странный болотистый мир. Этот подземный мир был примерно 300 метров в высоту, в диаметре достигал несколько километров. На первый взгляд повсюду из грязи вырывались черные водяные пузыри. Именно поэтому над болтом и в тоннеле был такой влажный воздух. Вокруг болта стояли высокие насыпи из черной грязи. На другом конце болота росло несколько разноцветных духовных растений, которые выглядели очень странно. Некоторые из этих растений были в списке Хань Ли. К тому же они были высокого ранга. Однако они совсем не привлекли внимания Хань Ли. Вместо этого он направил свой взгляд на нефритовый павильон посреди болота. Над этим павильоном в воздухе парил золотой сундук около 20 метров в длину и 5 метров в ширину. Было видно, что его крышка плотно закрыта, а сам он испускал золотистый свет. Очевидно, что он был совершенно необычной вещью. Хань Ли взглянул на него несколько раз, но сразу же перевел взгляд. Это было не потому, что его не интересовали сокровища, которые, очевидно, находились в сундуке, а потому, что в замок вот-вот должны были войти несколько культиваторов. Ему срочно нужно было искать место, где он сможет спрятаться. Иначе он просто-напросто потеряет свою жизнь. Какая польза от сокровищ для мертвеца? Хань Ли чуть не поскользнулся на этой болотистой почве неподалеку от входа в тоннель. Затем он скрыл свое ци, используя технику подавления ци. После того, как он скрыл свое присутствие, он забрался на вершину холма и стал обмазываться грязью, чтобы слиться с окружающей местностью. После этого он лег и затаил дыхание. При случайном взгляде издалека было бы сложно обнаружить его. Если взглянуть на него издалека, то никто бы не заметил его. Не успел он закончить свои приготовления, как у входа в тоннель показалась фигура молодой женщины. Как только она спустилась сюда, она хладнокровно оценила ситуацию в этой местности. Но увидев огромный золотой сундук на ее холодном лице, наконец, показались эмоции, а глаза загорелись огненной страстью. Хотя она слышала описание этого сундука от учеников, она была сильно удивлена, увидев его своими глазами. Молодая женщина аккуратно спустилась по ступенькам и остановилась перед болотом. Ученики из секты маскирующейся луны, которые следовали за ней, мгновенно вылетели из тоннеля и выстроились в одну линию позади нее. Оттуда, где спрятался Хань Ли, он мог четко видеть происходящее. Хотя это было слишком опасно, любопытство в нем возрастало. Ему хотелось знать, как выглядит та же молодая женщина. Интересно, где здесь скрывается черный чешуйчатый питон? Тихо проговорила молодая женщина. Ее голос был наполнен непревзойденным высокомерием. Докладываю боевому предку, что огромный питон скрывается внутри болота. Известно, что ранее он проглотил более 10 учеников из разных сект, которые пытались заполучить этот сундук с сокровищами. Его зловещая репутация далеко распространилась за пределами запрещенной зоны, так что теперь это место все обходят стороной. Однако этот демонический зверь действительно намного сильнее остальных зверей высшего уровня. Так что мы надеемся, что боевой предок будет очень осторожен. Почтительно ответила девушка и поклонилась. «Эй, ты думаешь, что я не справлюсь с каким-то демоническим зверьком высшего уровня?» Лицо молодой женщины исказилось. Однако это выражение ее лица тут же заставило девушку в белой одежде оговориться: «Ни в коем случае не смею сомневаться в вас. Вы все убирайтесь отсюда. Следуйте первоначальному плану. Независимо от того, насколько силен этот черный чешуйчатый питон, ему не сравнится с моей техникой. Независимо, насколько он силен, он всего лишь демонический зверь высшего ранга», сказала молодая женщина, похожая на фею. Ее голос поднял боевой дух всем ученикам, которые стояли у нее за спиной.
Глава 205. Наблюдая за битвой. Отдав распоряжение своим ученикам, молодая женщина повернулась и посмотрела на болото перед ней, тихо пробормотав про себя: «Надеюсь, здесь есть действительно что-то достойное, а то в предыдущих местах оказать только бесполезный мусор». Голос молодой женщины едва ли было можно слышать. Кроме нее самой, другие ученики ничего не слышали. Получив распоряжение от своего боевого предка, ученики из секты маскирующейся луны немедленно встали рядом к своим напарникам по пути до, взявшись за руки. Внезапно две переплетенные руки засияли сино-красным светом. Затем он стал распространяться по всему их телу, в результате чего 6 пар учеников полностью покрылись сино-красным сиянием. Тело учеников мужчин стали покрыты красным светом, а тело учеников женщин — синим. Осталось только 3 учеников, 1 мужчина и 2 женщины, которые потеряли своих спутников Да. Им ничего не оставалось, кроме как приготовить свои магические инструменты. Ханьли лежал на холме из грязи. Хотя он и не мог слышать, что молодая женщина пробормотала, он точно услышал, что другая ученица назвала ее боевым предком. Услышав это, он буквально прикусил свой язык от неожиданности. Что все это значит, боевой предок из секты маскирующейся луны? Ханьли не был новичком в мире культивации, так что ему все стало отчетливо ясно. Это был эксперт, который находился на том же уровне, что и его боевой предок Ли. Но то, что в запрещенной зоне действительно был эксперт такого уровня, хотя здесь были ограничения, заставило голову Ханьли закружиться. В это время, видя, что все ученики из секты подготовлены должным образом, молодая женщина осторожно начала действовать. Ханьли мог видеть, как она открыла свой рот и выдохнула оттуда магическое сокровище — драгоценное кольцо жемчужного воробья. Как только оно вылетело из ее рта, оно тут же полетело в направлении болота и увеличилось в размерах. Оно фактически стало размером с целую комнату. Затем молодая женщина стала формировать руками печати для магической техники и направила свой указательный палец на кольцо. Мгновенно полоска красного света выстрелила из ее руки в кольцо. Через секунду цвет кольца быстро изменился с розового на огненный, сияющий красный. Видя происходящее с вершины грязевого холма, Ханьли был ошеломлен. Такого рода воздействие и сила, если бы кто-то сказал ему, что это не настоящее магическое сокровище, даже если бы его избили до смерти, он бы не поверил. Поскольку эта женщина на самом деле могла контролировать настоящее магическое сокровище, но не оставалось никаких сомнений, что она культиватор стадии формирования ядра. Но каким образом она смогла проникнуть в запрещенную зону, и почему ее сила казалась силой уровня конденсации ЦИ? Эти вопросы беспрестанно кружили в голове Ханьли, но ответов он не находил. Молодая женщина еще не перешла к следующему шагу, как внизу болота что-то зашевелилось. Рябь пошла из середины болота и постепенно распространялась все больше и больше, а волны становились все выше и выше. На самом деле болото превращалось в какое-то возвышение, весь вид которого чрезвычайно шокировал. Увидев это, на лице молодой женщины мелькнуло сомнение. Она не могла припомнить, чтобы черный чешуйчатый питон был таким огромным, однако, видя, что появление демонического зверя было неизбежным, она не осмелилась колебаться дольше. Ее руки снова сформировали заклинание магической техники синего цветка, и она направила эту силу к кольцу жемчужного воробья. В эту же секунду кольцо начало вращаться в воздухе. Спустя доли секунды скорость его вращения стала такой быстрой, что его едва ли можно было различить. Сотни огненных шаров внутри него также превратились в красное море огня. Вперед! Молодая женщина выкрикнула это, когда ее магическая техника стабилизировалась. Неожиданно вращение кольца прекратилось, и огромное море пламени трансформировалось в толстую колонну огненных торнадо, которые агрессивно выстрелили вниз, врезавшись прямо в возвышение на болоте. Однако, прежде чем колонны пламени приблизились к болоту, оттуда мгновенно выстрелил черный водяной столб, который успел заблокировать атаку. Внезапно раздались звуки взрывов с обеих сторон, и большие огненные колонны рассыпались на кусочки, наполняя подземелье дымом. Все вокруг стало нечетким. Это не черный чешуйчатый питон. Как только женщина увидела столб воды, который был черный, словно чернила, выражение ее лица тут же изменилось. Словно отвечая на слова молодой женщины, из этого тумана раздался пронзительный вой. Внезапный сильный порыв ветра, мгновенно сдувший туман, явил истинный вид зверя. Пред всеми тут же предстал черный демонический змей, покрытый огромными чешуйками. Казалось, это на самом деле была змея длиной около 40 метров. Однако все его тело с головы до кончика хвоста было окутано слоем черного тумана, что делало весь его вид чрезвычайно жутким. Кроме того, весь его вид не сильно отличался от обычного черного питона. Конечно, у него были и чешуйки. Это черный водяной дракон. При виде этого зверя молодая женщина не могла не закричать.
На лице ее тут же отобразилась тревога. Однако ученики, стоявшие позади нее, были озадачены. Разве это не черный чешуйчатый питон? С каких пор он стал черным водяным драконом? Но молодая женщина не могла дать и четких объяснений, поскольку у нее на это не было времени. Демонический зверь уже нашел виновника, который потревожил его покой. Два маленьких зеленых глаза вспыхнули яростью. Он раскрыл рот, и еще одна колонна черной воды направилась к ученикам секты маскирующейся луны. Этот зверь. Он хочет убить нас. Молодая женщина прекрасно знала силу зверя перед ней. Хотя этот дракон и выглядел еще не взрослой особью, она не смела быть беспечной ни на секунду. Она поспешно взяла контроль над своим кольцом жемчужного воробья и выпустила огромное красное кольцо света, которое, вспыхнув, создало заслон перед женщиной. Затем из кольца вылетело множество огненных шаров, из-за которых водяной столб не мог проникнуть далее. Принять скорость, ограничение, удержание, блокировка. Женщина снова обеими руками начала формировать заклинание, ее слова внушали благоговейный трепет. Как только эти 5 слов покинули рот этой женщины, магическое кольцо тут же задрожало в воздухе. Затем оно начало испускать кольца поменьше, и в результате чего совсем растворилось в воздухе. Это действие немного удивило черного водяного дракона. Но в следующее мгновение кольцо появилось прямо на лбу демонического зверя. Воспользовавшись растерянностью демонического зверя, кольцо резко спустилось значительно ниже и обернулось вокруг его живота. Затем оно наполнилось ярким светом. Спустя мгновение половина тела демонического зверя была окутана яростным пламенем. «Быстрее, атакуйте! Я не смогу слишком долго удерживать этого дракона». Несмотря на то, что кольцо жемчужного воробья было обернуто вокруг дракона, лицо женщины совсем не выглядело расслабленным. Вместо этого она с тревогой приказала всем отступать. Хотя ученики из секты маскирующейся луны за ней так и не поняли, каким образом черный чешуйчатый питон стал черным водяным драконом, это не помешало им осуществить нападение, к которому они давно были готовы. В атаку! По приказу женщины среднего возраста в белой одежде все ученики выпустили 10 колонн пересекающегося красно-синего цвета. Подземелье наполнилось звуком, похожим на молнию. Они метко атаковали демонического зверя. Как только эти колонны достигли тела демонического зверя, они были заблокированы силой черного тумана, который окутывал его тело. Раздался звук, напоминающий бой гонга. Продолжайте атаковать, его защитный туман не продержится слишком долго. Молодая женщина скомандовала им, ее взгляд был очень пронзительным. В то же время она продолжала проталкивать пылающую технику на кольца жемчужного воробья, заставляя пламя вокруг демонического зверя разгораться все ярче. Под командованием молодой женщины ученики из секты маскирующейся луны непрерывно атаковали колоннами красно-синего цвета, поражая тело демонического зверя. Хотя им еще предстояло пробиться сквозь этот слой черного тумана, они уже заставили демонического зверя выть и сходить с ума от боли. Вскоре он яростно обнажил зубы и злобно встряхнул ту часть своего тела, которая еще могла двигаться, пытаясь освободиться от хватки кольца. Однако его борьба была бесполезной. Молодая женщина не ослабляла свою технику ни на секунду, не позволяя дракону вырваться на свободу. В то время, как кольцо было зафиксировано в воздухе, оно полностью блокировало его тело. Наблюдая со стороны, Хань Ли был сам поражен от испуга. Он никогда прежде не видел подобного зрелища, когда группа культиваторов вела борьбу с общим врагом. Более того, появление настоящего магического сокровища и тот факт, что противник был сильным демоническим зверем, для него было большим открытием. Однако Хань Ли также решил, что когда демонический зверь уничтожит своих врагов или же ученики из секты маскирующейся луны убьют зверя, он сможет спокойно покинуть поле боя. Сейчас он не мог случайно выдать свое местонахождение. Сражается с культиваторами, у него появился шанс скрыться с поля боя. Пока Хань Ли размышлял над тем, как ему следует поступить, внезапно дракон протяжно завыл. Этот вой был во много раз громче, чем прежде. Было отчетливо слышно, что его вой был наполнен болью. Хань Ли тут же пристально посмотрел туда. Он увидел, что черный туман демонического зверя полностью рассеялся, а в его теле зияла кровавая дыра. По-видимому, это повреждение было нанесено красно-синими колоннами. Его агония также стала причиной того, что демонический зверь буквально сошел с ума от ярости. Похоже, люди из секты маскирующейся луны оказались сильнее его. Подумал Хань Ли, глядя на это. Нехорошо, ребята, будьте осторожны. Я больше не могу содержать его. Но в это время раздался голос молодой женщины, в результате чего Хань Ли на мгновение уставился в пустоту. Казалось, что не просто сказать, кто будет победителем.